Привет всем! В этом видео я сделаю обзор на термопринтер. Заказывал на AliExpress, вот получил посылочку, ее уже вскрывали на таможне. Вот, скотч Custom Control, то есть на таможне уже вскрывали, проверяли, поэтому тут все перевернуто, уже сложено вверх ногами. Производитель X-Printer, моделька XP460B. Этот принтер предназначен для печати этикеток, самоклеек, то есть я его брал лично для использования для печати наклеек на посылке. И в этом видео я покажу, что входит в комплект, как он подключается и как работает. И здесь у нас есть коробочка с аксессуарами, блоком питания, вот она отдельно. А сам термопринтер у нас упакован вот такие вот надувные коврики, то есть с Китая он дойдет в целостности и сохранности, я думаю, вообще без проблем. Вот так выглядит термопринтер, корпус пластиковый, это кнопка для протяжки у нас стикеров. С обратной стороны у нас разъемы для подключения, вот этот питание, этот USB к компьютеру подключается и кнопка включения-выключения. Все остальное это заглушки. Это прорезь для внешнего мотка, можно подключать внешний моток. Но вообще моточек устанавливается вот сюда внутрь. Вот здесь у нас две кнопочки, тянем на себя и у нас открывается вот такая крышка. Это у нас пример печати идет. Вот такие вот. Для примера, как печатает этот принтер. Это у нас где-то 100 на 60 размер этикетки. Но я буду печатать вот для новой почты там или для Укрпочты. Там этикетки 100 на 100 идут. Из аксессуаров у нас в комплекте диск. Ничего нужного я на диске не нашел, потому что даже драйверов здесь не было. Драйвера я скачал в интернете, и ссылочку в описании я оставлю на этот драйвер для этого принтера. Потому что тут чисто программы для создания вот этих самих штрих-кодов. Но она мне не нужна, потому что штрих-коды будут генерироваться на сайте почты, который я буду отправлять. В комплекте блок питания 24 вольта, 2,5 ампера. И также китаец прислал с вот такой вот непонятной вилкой с другой стороны какой-то. Переходничок под типа нашу розетку, но переходничок не очень. То есть он не во все розетки подойдет, поэтому я провод просто заменю на свой. Провод стандартный от любой периферии компьютерной, либо от системного блока подойдет сюда, поэтому я поставлю свой провод просто и все, не буду заморачиваться. Кабель для подключения к компьютеру. Ну, здесь длина 1 метр. Вот, USB-шный кабель, то есть мы подключаем. И это у нас держатель для самих наклеек. То есть бобинка сюда вставляется и вставляется вовнутрь. Для начала мы установим бумагу самоклеющаяся. Это для почтовых этикеток. Сюда также можно меньшего размера устанавливать. Там от 50 мм где-то начинается ширина бумаги. Например, если вы будете печатать наклейки на товары с ценниками, которые самоклеющиеся. Также можно печатать на бумаге маленького размера. То есть в 2 раза меньше, чем вот этот. Вот так вот одевается вот этот кронштейн-держатель бумаги, и он устанавливается вовнутрь. Открываем крышку. И вот так он просто вставляется. А вот эту часть мы протягиваем вот здесь. Есть по ширине, регулируются вот эти желтые фиксаторы. То есть мы регулируем по ширине и протягиваем. Все готово. Крышку можно закрывать. Теперь нам нужно будет подключить это все дело к питанию к компьютеру. Кабель для подключения к компьютеру вставляем сюда. Включаем в компьютер. Блок питания мы подключаем в этот разъем. Кнопка включения-выключения. Если вы не используете принтер, то его лучше выключать, потому что здесь у нас в режиме ожидания он все равно электроэнергию потребляет, потому что вот эта вот головка печатающая, она все время охлаждается. То есть здесь какие-то на элементах пельтье охладители стоят, и она охлаждается, то есть в режиме ожидания она будет потреблять электроэнергию. Поэтому если вы не используете принтер, то вы его выключайте для экономии, чтобы лишнего не наматывал. Теперь нужно установить драйвера. Запускаем файл установочный, и в автоматическом режиме все установится без всяких проблем. Все будет работать после установки.
можно уже сразу начинать печать. И для примера я распечатаю стикер с новой почты. То есть вот уже значок я одну выбрал, то есть накладная раздрукована. И следующую тоже я выбираю друкувати, выбираю тип принтера. И на экране вот у нас появляется стикер, который нужно печатать. И печатается он так же само, как и на обычном принтере. Просто вы выбираете модель принтера вот эту. Размер бумаги 4 на 4, это в дюймах. То есть там 10 на 10 сантиметров. И нажимаем печать. И стикер у нас печатается. Вот, все готово. Стикер распечатался. Можно клеить на посылку и отправлять. Вот так работает данная модель принтера. Ссылочку на него я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.